Здравствуйте, меня зовут Владимир Мельников. Я люблю заниматься автомобилями, разбираться в них, а также изучать технические процессы по эксплуатации автомобиля. И хочу рассмотреть данную сферу деятельности глазами студентов, чтобы когда у них возникли вопросы в своих учебных заведениях, они уже были готовы к контрольным, зачетам и экзаменам. И сегодняшнее видео я хочу начать немножечко необычно, в том плане, что сегодняшнее видео является финальное в плане устройства авто подраздел основы автоэлектрики. И поэтому, чтобы понять сегодняшнее видео, вам в обязательном порядке, как всегда, нужно будет посмотреть предыдущие видео, а лучше еще целый плейлист на тему основы электротехники. Как вы можете видеть, наблюдать уже взаимосвязь, чтобы понять сегодняшнее видео, нужно понять предыдущее. То есть, как на изображении вы видите, это можно сравнить с деревом, из которого исходит, во-первых, базируется это на корнях, где лекция это корни, чтобы можно было наконец-то перейти к практике. Вот, у меня в планах практика. Также вы можете видеть ветви. Ветви это уже будут то, что, скажем так, дополнительно к основному, то, что я уже рассказывал, или то, что у меня не умещается по времени. Я стараюсь выпускать видео как можно максимально короткие, но в то же время информацию максимально емкую информацию уместить в короткое время. Я знаю, я сам ведь учился в техникуме и понимаю это. Особенно 4 года конспектировать те или иные темы. И, как я уже заметил на практике, то что 4 года умещается уже где-то в 4 месяца. То есть, если посмотрите на время, которое я уже выпускаю видео, вот эти от самого первого видео до сегодняшнего, вы поймете, о чем я говорю. Плюс также вы заметите то, что мои первые видео, которые я выпускал, они, вот самое первое видео было просто какой-то трэшинг в плане того, что вообще было ничего, не было даже элементарного нормального микрофона. Я купил микрофон тогда где-то за 100 рублей. Вот, а этот, ну, как сказать, где-то за 800, которого сейчас я вот говорю. Вот, не было веб-камеры. То есть сейчас я снимаю даже на экшн-камеру. Вот, и это все благодаря вам, то, что вы, мои дорогие подписчики, меня в этом плане, как сказать, морально поддержали. И за это вам большое спасибо. Ну, это, так сказать, небольшое отступление. Вот, чтобы немножечко разнообразить сегодняшнюю встречу. То, что я вам говорил, вот то, что я вот придерживаюсь вот этого плана, да, это все так оно и есть. Ну, сейчас это все будет зависеть уже дальше немножечко от вас, то есть как вы меня будете вдохновлять, писать комментарии, проявлять, скажем так, активность вот этими лайками, подписками, репостами, комментариями и всем остальным. Вот, что, собственно, я хотел сказать. Но также сегодняшняя тема, она не последняя. Мы еще в будущем будем в той или иной мере с этим пересекаться. Поэтому я говорю, чтобы понять сегодняшнее видео, нужно посмотреть предыдущие видео. Таким образом, чувствуете так называемую взаимосвязь. А будущая информация будет примерно то же самое, только еще глубже. То есть мы глубже и глубже познаем основу машиностроения или техническом обслуживании. То есть это пригодится не просто какому-то студенту, там, техникуму, института, неважно. Просто и также может это пригодиться простому любому человеку, который владеет автомобилем. Опять-таки, водитель, который на это отучился или просто, скажем так, владеет. Вот что, собственно, я хотел сказать в своем, скажем так, вступительном видео в данном разделе. Вот, ну теперь перейдем к основной части данного видео, как всегда. Устройство авто. Тема. Типы устройств и обозначение лампочек.
Электрические лампочки являются основным источником света. В зависимости от устройства выпускают три типа ламп. Первый – пустые, в основном используются для освещения приборов, внутреннего освещения салона или кабинами, а также в световой сигнализации и освещении номерных знаков. Второе. Газонаполненные или галогеновые используются в главных и противотуманных фарах. Внутренняя часть колбы заполняется галогеном газом. И третье. Одной или двух вольфрамовых нитей теневого экрана. Обозначение ламп и маркировка. А1221, А2421, А1221, А2421 однонитевые, где А автомобильные, 1221 напряжение питания лампы, 2421 мощность питания лампы, А1255 плюс 40 двухнитевые, где А дальний свет, 40 ближний свет, единица измерения канделы. На этом все, что я хотел сегодня вам рассказать. Надеюсь, моя информация была полезной, и я в итоге вам смог в этом помочь. Также не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте про колокольчик. И не забывайте обращать внимание на ссылки, которые я оставляю вам в описании, и на подсказки, которые периодически всплывают в видео. Ну а на этом все. Всего доброго. Спасибо за внимание.